При подготовке кейса на грин-карту и B1 у многих возникают вопросы про критерий, что такое вклад в область. Сегодня поможет разобраться с этим вопросом лицензированный адвокат Татьяна Арестова. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, Данил. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Татьяна, я зачитаю из закона свидетельство вашего оригинального вклада в науку, научные исследования, искусство, спорт или бизнес, имеющее большое значение для данной области. Вот что подразумевается под этим критерием, под этим значением, что USCIS понимает, что такое оригинальный вклад? Да, спасибо за этот вопрос. Вопрос важный, он волнует очень многих заявителей. И действительно, что же такое вклад? Значит, прежде всего, как вы правильно заметили, вклад должен быть оригинальным и значительным. Как правило, это какая-то инновация, которую данный заявитель внес в данную область. И стоит обратить внимание на то, что вклад требуется именно в данную область, то есть он должен принести пользу данной области, а не только институту, организации, где вы работаете. Поэтому очень важно говорить об этой инновации не только в плане ее создания, но и в плане того влияния, которое данная инновация оказала на вашу область, желательно всю область целиком. А какие примеры оригинального вклада лучше всего работают для этого критерия? Вы могли бы привести примеры из вашего опыта? Наиболее хорошо, естественно, наиболее легкий способ, что ли, удовлетворить этот критерий, если у человека есть изобретение или патент, который применяется, который вошел в практику, который, возможно, послужил толчком для других каких-то инноваций. Если патента не было, но была какая-то инновация, возможно, была публикация, где эта инновация была описана. И опять же, очень важно показать, что другие пошли за вами, пошли по вашим следам, стали что-то новое создавать на основе открытого вами или предложенного вами. Также примером такой инновации может быть какая-то методика или методология, которую человек развил и имплементировал, и опять же понес в массы, представил на конференции, возможно, описал в статье и послужил как бы поводом к тому, что другие специалисты в его области стали это применять, возможно, развивать. Допустим, у человека есть патент, и достаточно ли самой бумаги? Или необходимо подтвердить, что этот патент реально используется и каким-то образом влияет на отрасль? Да, ну вот вы сами уже, можно сказать, ответили на свой вопрос. Безусловно, существование патента само по себе не является доказательством вклада. Более того, в патентном законодательстве прямо говорится, что наличие патента не является даже гарантией того, что данное изобретение можно вообще хоть где-нибудь использовать. То есть пригодность хоть к какому-нибудь использованию абсолютно патентом не гарантируется. Поэтому очень важно, помимо доказательства существования патента, предоставить подтверждение о том, что данное изобретение было внедрено, что оно получило позитивные отклики. И, опять же, если патент является так называемым seminal patent, то есть он породил другие патенты, другие изобретения, это тоже очень важно предоставить. Если на ваш патент ссылаются, если люди изобретают что-то новое, следующее по вашим следам, это все очень важно. Если нету патента, патент есть не у многих, да, но есть какая-то методика. Человек, допустим, он тренер в спорте, он тренирует, или он разработал методику в маркетинге, в human resources, в какой-то другой области и применяет эту методологию, то как можно доказать их оригинальный вклад вот в виде таких методик? Ну, например, тренер может опубликовать методичку или даже просто эту методичку каким-то образом издать в рамках института или организации, в которой он работает. Далее доказательством может служить пресса. Например, приведу такой пример. Косметическая компания Max Factor в свое время произвела революцию в маркетинге, предложив рекламу на основе таких вот нестандартных, скажем так, близких, более близких к живым людям моделей с их недостатками и достоинствами. Вот уверена, что ни методичку, ни патент они не делали, хотя, честно говоря, насчет патента не проверяла. И в этом случае пресса, которая об этом стала писать, которая стала комментировать это как прекрасный пример для подражания для других компаний,
Все это в совокупности подтверждает, что вот данный ход, данная рекламная кампания действительно явилась новым словом и вкладом в область, и более того, движение других косметических компаний по следам именно этой компании, их желание и стремление подражать, вот, это то, что подтверждает вклад. Поэтому если у вас, скажем так, грубовато что-то украли, и ваши конкуренты начинают повторять за вами то, что вы сделали, в данном случае закрыть этот критерий, это вам только поможет. Если такая методика, ну, скажем, не описана, патента нет, то подойдут ли исключительно вот такие отзывы, как вы привели пример, рекомендательные письма, отзывы в прессе, какие-то кейсы, статьи про то, что другие принимают, как основное доказательство по данному критерию? Дело в том, что при написании, составлении кейса по выдающимся способностям у нас нет такого жесткого требования, что вот что-то точно подходит, а вот что-то точно не подходит. Всегда к кейсу нужно подходить творчески. Безусловно, максимум доказательств, свидетельствующих о том, что действительно есть подобного рода материалы, свидетельствующих о том, что был такой вклад, свидетельствующих о том, что вклад оригинальный, именно ваш, что вклад значительный и важный. Чем больше таких материалов, тем лучше. Поэтому, безусловно, экспертные мнения с описанием, возможно, существующих подходов вашей отрасли, с описанием того, что конкретно сделали вы, с описанием того, как это привело к изменению данной отрасли, к ее росту, развитию или даже трансформации. Вот это вот все нужно предоставлять. Если есть пресса, которая это подтверждает, прекрасно, замечательно. Если есть письма о внедрении, благодарственные письма, грамоты, может быть, какие-то финансовые документы, показывающие рост продаж или рост охватов, или рост еще чего-то полезного, возникающий из-за вашей конкретной методики, методологии, того, что вы называете вклад. Вот это вот все нужно собирать, предоставлять, тщательно каждый аспект освещать. И если у вас есть адвокат, при составлении кейса, безусловно, работать совместно с адвокатом, собирая детально все аспекты данного кейса и все доказательства. А мы всегда рекомендуем делать кейсы с адвокатом. И, уважаемые зрители, расскажите про ваши кейсы, какие у вас есть вопросы по данному критерию вклад в отрасль. Напишите здесь в комментариях вопросы или поделитесь вашим опытом. Возможно, есть какие-то нюансы, которые вы бы хотели раскрыть. Мы в моей компании Visa Now помогаем собрать и организовать документы. И, как я уже сказал, обязательно проконсультируйтесь с лицензированным адвокатом, прежде чем принимать какие-то юридические действия. Например, подать вашу петицию на грин-карту. Контакты Татьяны Арестовой здесь внизу в описании. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить будущие наши выпуски. Про грин-карты, про визы мы рассказываем здесь все про иммиграцию. Возвращаясь к критерию оригинальный вклад в отрасль. А что, если достижение какое-то, ну или патент, или методология сделано в рамках команды? Как показать индивидуальную роль заявителя? И можно ли вообще выделить как-то, что один человек повлиял на этот вклад? Да, безусловно, это очень часто встречающаяся ситуация, когда, например, ученые или еще другие специалисты работают в команде и вносят какой-то определенный вклад, но вот сам патент коллективный или в итоге разработанная методика тоже коллективная, коллективно разработанная и внедренная. Значит, в данном случае очень важно, во-первых, предоставить письма, описывающие вклад данного конкретного человека. И далее очень важно, например, посмотреть на другие этапы его биографии. Возможно, человек внес, ну, скажем так, экспертизу в математическом моделировании, в какой-то биологический патент. В данном случае очень важно посмотреть, чем человек занимался еще, где еще он проявил свои нестандартные подходы и инновации в плане математического моделирования. Может быть, он занимался открытием лекарств с помощью математического моделирования или еще чем-нибудь. И тогда можно показать, что вот у человека как бы красные линии, можно сказать, проходят через его карьеру, одно или несколько таких вот изобретений или инноваций. И тогда можно показать, что вот именно в этом состоит его роль в данном патенте, что вот это вот такая продолжительная, скажем так, инновация, применение его подходов и методик, которые, возможно, как-то развивались, трансформировались в течение его карьеры. Но, тем не менее, скажем так, постоянное и длительное прохождение
каких-то линий через карьеру человека, пусть и в разных местах, помогает доказать, что и вот в данном конкретном случае человек действительно внес именно этот вклад, поскольку, в общем-то, всю жизнь он этим занимался. То есть ваши детали вашей биографии и ваше постоянное внимание к каким-то вопросам, вещам, их успешное применение тоже может послужить основой для того, чтобы доказать, что вот и в данном каком-то важном проекте вы действительно сыграли важную роль именно вот тем аспектом, которым вы всегда занимались. То есть не обязательно рассматривать данный эпизод в изоляции, можно привлечь другие этапы, моменты вашей карьеры, вашей трудовой биографии, чтобы подчеркнуть важность вашего вклада. Скажите, пожалуйста, а должен ли он оказывать какое-то глобальное влияние или достаточно влияния на уровне страны? Или, может быть, вообще достаточно на уровне компании и там нескольких компаний? Как я уже сказала, достаточным может оказаться, в общем-то, все, что понравится офицеру, но если мы смотрим на практику и нормативы правоприменения по данному критерию, то требуется внести вклад в отрасль, то есть вклад должен влиять на вашу отрасль в позитивном плане. То есть очень важно, если вы, например, открыли двери какому-то новому направлению, показали какой-то новый путь, что-то трансформировали. Значит, для спортсменов, атлетов это может быть рекорд, который они установили. Или может быть какой-то новый прием, который они стали использовать. Например, прыжки в высоту. Когда-то прыгали спортсмены примерно до 1968 года, прыгали спортсмены определенным образом, вот так вот не спиной, скажем так, вперед. А потом эту технику поменял один спортсмен. Невзирая на строгие нормативы, он стал прыгать совершенно другим образом, и это позволило ему брать совершенно новые высоты. И вот теперь именно эта практика и применяется. Таким образом, если вы что-то такое сделали, показали людям, что вот можно брать новые высоты с помощью ваших каких-то приемов, достижений, методов, то вот это вот как раз вклад, который прекрасно подходит под данный критерий. Требований национального или международного вклада здесь нет. Здесь вклад идет именно в индустрию. А если человек не сделал что-то глобальное, не изобрел какой-то новый метод, новую методологию, как прыжки вперед, да, а улучшил существующий метод, улучшил существующие какие-то методики, подходит ли такое под данный критерий? Подходит, безусловно, опять же, в случае, если данное улучшение оказало серьезное влияние на данную отрасль. То есть небольшое инкрементальное улучшение, которое не привело ни к каким особенным результатам, вряд ли сможет этот критерий удовлетворить. Однако стоит помнить о том, что результаты могут быть разные. Результаты могут быть или в сокращении, например, себестоимости, или результаты могут быть в сокращении затрат именно на производство или на получение конечного продукта. Также результаты могут быть в улучшении эффективности, повышении того, что можно назвать грамм-градус на копейку. Или можно также привести результаты в каких-то других параметрах, например, увеличить доступ людей к каким-то новым возможностям. Например, приведу пример из финансовой индустрии. Изобретение индексного инвестирования, когда люди получили возможность инвестировать акции в индексные фонды. Это считается большим прорывом, который открыл возможность, можно сказать, демократизировал эту область финансовых инвестиций и открыл возможность для финансовых инвестиций для широкой публики, которая раньше не имела такой возможности, потому что, естественно, выбор акций – это дорогостоящее удовольствие. А если мы можем выбирать акции просто по фонду, по индексному фонду, то это сразу очень упрощает работу брокера и, соответственно, демократизирует процесс, понижает его стоимость. Таким образом, если вы, опять же, не только открыли двери чему-то новому, но, например, ваш подход позволил открыть какие-то до этого, может быть, элитные избирательные практики для более широкой публики, это тоже может считаться достижением. То есть очень важно посмотреть на то, что вы сделали, что вам удалось получить, чего вам удалось добиться, и описать это в тех терминах, которые
помогли бы офицеру понять, что вот индустрия после этого стала лучше, изменилась в лучшую сторону. А что делать, если вклад есть, но результаты не публиковались, пока нету широкой известности? Можно ли как-то доказать потенциальную значимость? Потенциальная значимость в законе не предусмотрена, то есть нужно доказать, что заявитель уже внес вклад. Вот невзирая на то, что часто люди, опять же, называют эту иммиграционную категорию грин-картой для лиц с выдающимися способностями, то есть как-то вот слово «способности» намекает на что-то такое в будущем, обещание чего-то прекрасного, на самом деле на практике применения данных критериев все это относится уже к прошлому, то есть важно помнить о том, что эта виза не для способных людей, а для людей с выдающимися достижениями. То есть важно показать, что заявитель не только обещает такой вклад, но и уже его сделал. А есть у вас какие-то рекомендации, как оформить документы по данному критерию? Какие документы, какие доказательства? Может быть, вообще в целом рекомендации, как преподнести правильно этот критерий? Ну, самое главное для удовлетворения этого критерия – это, конечно, рекомендательные письма. Очень важно, чтобы вы связались с профессионалами в вашей области, которые подтвердят, во-первых, опишут ваш вклад, во-вторых, подтвердят, что вклад является именно вашим, что это оригинальный вклад. Можно описать сравнение, привести с другими конкурирующими идеями или технологиями, описать ваши преимущества. А также можно предоставить, помимо экспертных заключений, еще и публикации, всякую статистику, которая покажет, что действительно вклад был такой вот значительный, что о нем пишут, и, естественно, документы о внедрении, о применении, письма от благодарных клиентов, все это идет в ход для того, чтобы подтвердить, что действительно данная методика, методология, подход являются значительным вкладом. А что еще важно указать или приложить в качестве документов? Ну, естественно, что важно приложить первичные документы. Если речь идет о патенте, то, естественно, нужно приложить копию патента, если он уже был выдан. Если он не был выдан, можно приложить копию заявки на патент. Если у вас были какие-то доклады на конференциях, презентации, постеры, все это можно представить. Если ваш вклад описан в ваших публикациях, естественно, можно представить это, можно представить количество ссылок на данную публикацию, показать, что вот данная публикация действительно пользуется вниманием, успехом. Возможно, в этих ссылках что-то хорошее пишут про то, что вы называете вашим вкладом. Это тоже важно описать и привести. Вот. Ну и, конечно, очень важно представить вниманию офицера ваше описание того вклада, который вы внесли, в тех терминах, которые офицер может понять. Стоит помнить о том, что офицер не является специалистом вашей области, он не физик, не биолог, не спортсмен и не танцор, поэтому важно очень не увлекаться профессиональным жаргоном, а привести вот это описание, опять же, к каким-то терминам, которые, ну, скажем так, были бы понятны умному пятикласснику. Поэтому очень важно, опять же, не просто самому написать, но и попросить кого-то из друзей, знакомых прочесть, чтобы убедиться, что среднему человеку с, возможно, полным школьным образованием это понятно. А существует ли какая-то разница в подходе USCIS к разным сферам? Наука, IT, бизнес, спорт по данному критерию? Да, безусловно. То, что следовало бы ожидать от ученого, опять же, трудно ожидать от спортсмена. Поэтому если, например, ученый подает документы и вообще не упоминает такой критерий, как вклад, ну, это, скажем так, странно, потому что, опять же, от людей, занимающихся научной деятельностью, ожидается, что они являются, скорее всего, авторами каких-то важных инноваций для того, чтобы претендовать на статус человека с выдающимися способностями. Если человек подает документы по, например, спортивной категории, ну, может быть, так сложилось, что вот критерий вклад он и не закроет, если он, например, не установил каких-то мировых рекордов и не придумал какую-то новую методику или методологию. Хотя, если честно, обычно критерий вклад – это такой очень важный критерий, и большинству заявителей стоит подумать о том, чтобы его описать, даже если вы думаете, что, может быть, вы не выиграете этот критерий. Тем не менее, очень важно описать, чем же вы все-таки хороши,
и в чем состоит ваш вклад в вашу область, потому что в итоге вы должны помнить, офицер принимает решение не только по данному критерию, он принимает решение в совокупности по всем критериям, отвечая на вопрос, стоит ли пригласить этого человека в Америку или выдать ему грин-карту. Поэтому, безусловно, вклад стоит попытаться описать в любом случае, если, конечно, есть о чем говорить. А данный вклад помогает каким-то образом ответить на второй вопрос после доказательства критериев Final Merits Determination? То есть помогает ли и каким образом помогает вклад в отрасль доказать, что человек является на вершине? Да, безусловно. Final Merits Determination, как мы уже много раз с вами проговаривали, это такой главный, в общем-то, вопрос, который задает офицер после того, как он прошелся по критериям. И вот здесь вот каждый из критериев должен быть представлен таким образом, чтобы, с одной стороны, помочь офицеру вынести вот этот Final Merits Determination в вашу пользу, а с другой стороны, так, чтобы не помешать ему это сделать. Если вклад совсем-совсем не складывается, не стоит, что называется, высасывать его из пальца и пытаться создать вклад на пустом месте, там, где его нет. Однако, если вклад все-таки есть, не стоит подходить к нему сложной скромностью, нужно обязательно его описать. То есть здесь вот тоже есть такой очень тонкий баланс. Важно, с одной стороны, описать вклад и представить вашу ценность для Соединенных Штатов, работая с этим критерием. Но, с другой стороны, очень важно не увлечься, скажем так, фантазиями и не пытаться построить вклад там, где его нет. Поэтому вот все эти тонкости, они уже прорабатываются в ходе работы над петицией, когда мы, опять же, смотрим на каждую часть петиции, на все критерии, которые, как вот кусочки такого пазла, должны вместе сложиться в гармоничную картину. Скажите, пожалуйста, видите ли вы изменения по оценке данного критерия, по тому, как офицеры воспринимают уже в 2025 году, с того момента, как пришла администрация Трампа, и, собственно, Трамп пришел президентом? Этот президент принес с собой общую атмосферу такой повышенной бдительности. Поэтому офицеры, безусловно, знают, что от них ожидается не просто поверхностный взгляд на дела, но и пристальное внимание. Мы стали получать больше запросов с вопросами и требованием подтверждений, и, скажем так, темы не близкие сейчас Белому дому, связанные с какими-то программами идеологического характера, они, безусловно, не являются позитивными для закрытия критерия вклад. Больше стали обращать внимание офицеры на именно материальную сторону дела, практическую сторону дела, поэтому больше мы советуем заявителей обращать внимание, опять же, на те приоритеты, которые выдвигает Белый дом, и формулировать ваш вклад именно в тех терминах, которые близки нынешней администрации, то есть прежде всего финансовые преимущества ваших подходов, методологий и, в общем-то, польза для Соединенных Штатов, которая может проистечь из ваших инноваций. При описании вашего вклада очень важно на этом фокусироваться. Правильно ли я понимаю, что важно показать именно коммерческий успех внедрений и как доказательство вклада, то есть продажи, выручку, может быть, какие-то будущие продажи? Это очень важный аспект. Также одним из приоритетов нынешней президентской администрации является лозунг «Made in America», то есть «Сделано в Америке», а также привлечение американских работников к выполнению разнообразных работ и улучшение условий труда американских работников. Поэтому все, что вы предлагаете, в общем-то, опять же, нужно сводить к тем линиям приоритетов, которые важны для нынешней администрации. Поэтому даже если вы подавали свою заявку давно, еще при предыдущей администрации, может быть, какие-то другие позитивные аспекты описывали, и вам пришел запрос на дополнительную информацию, стоит немножко переориентировать свой взгляд на ваш вклад в терминах, которые являются важными и приоритетными, как я уже сказала, для нынешней администрации. Тогда у меня последний вопрос. Что вы могли бы порекомендовать людям, которые готовятся к подаче заявки на EB-1, и сейчас у них есть вопросы именно по критерию вклад в область? Я бы, безусловно, посоветовала проконсультироваться с опытным иммиграционным адвокатом, который занимается именно кейсами на EB-1 и O-1, именно по этому критерию, как его можно в вашем случае закрыть.
стоит ли его вообще закрывать. Как не сделать этот критерий слишком тривиальным, настолько, что иммиграционный офицер может, глядя на этот критерий, немного более скептически посмотреть и на остальные критерии. То есть очень важно обсудить с профессионалом именно этот аспект представления этого вклада, и очень важно его задокументировать. Поэтому, опять же, приглашаем консультации и надеемся, что все заявители внимательно отнесутся к этому критерию. Спасибо большое. С вами был Данил Тонкопи и Татьяна Арестова. Спасибо, Татьяна, за ваше время, за ваш опыт. Спасибо, Данил, спасибо, зрители и слушатели. Всего доброго. Всего доброго, и пусть все ваши визы будут и одобрены, и встретимся в Америке. Пока.